Игра «Код Змея» отправляет нас в классический момент приключенческого романа или фильма, в котором главному герою, искателю сокровищ в затерянном храме где-нибудь посреди джунглей Центральной Америки, необходимо разгадать зашифрованный ключ от замка, чтобы открыть гробницу, полную золота, или просто выбраться из ловушки, в которую он попал. Это красивая обложка для очень абстрактной и очень интересной игры на дедукцию. И сейчас я расскажу, как в нее играть. В игре главный компонент — это вот такие жетоны с цифрами с одной стороны и цветными символами с другой. Каждого цвета жетонов 9 от 0 до 8. Если вы играете по основным правилам, восьмерки вам не понадобятся. А остальные жетоны вы перемешиваете, убираете в коробку по одному жетону каждого цвета. Затем каждый игрок забирает себе вот такую подставку и по одному жетону каждого цвета выставляет на нее. Главное сделать это так, чтобы вы сами не видели, какие цифры вам попались. И сесть нужно так, чтобы вы видели цифры других игроков, остальных. И, кстати, игра рассчитана от 2 до 4 игроков, но даже если вы играете, скажем, втроем, вы все равно должны заполнить все 4 подставки. 4-я просто будет служить только для того, чтобы вы видели все цифры. Ну как все? Часть жетонов останется невостребованными. Они кладутся в центр стола рядом с игровым полем. На нем есть трек подсчета очков. Все игроки кладут свои маркеры на отметку 0. А еще на поле и рядом с ним размещаются вот такие красивые диски. Каждый игрок получает ширму, листок для записей. Нужно подготовить еще карандаш и желательно ластик. Первому игроку достается 3 кубика, и вы готовы играть в игру «Код Змея». Задача игроков — набрать больше всех победных очков на вот этом треке. Часть очков вы получите, если правильно угадаете, какие цифры находятся на вашей подставке по окончанию финального раунда игры. Часть очков вы получите в процессе игры. В зависимости от количества игроков игра длится 8, 9 или 10 раундов, это указано на вашем листе. Вот в этой части листа вы будете отмечать, какие цифры уже точно не у вас. Или как-то можно еще помечать себе, какие цифры предположительно или уже точно наоборот именно на вашей подставке и находятся. Например, в начале партии можно, во-первых, вычеркнуть все восьмерки, потому что в базовой версии правил они не принимают участие в игре. Поэтому все восьмерки мы смело вычеркиваем. А во-вторых, мы можем вычеркнуть все цифры на подставках ваших соперников и подставках игрока, который не участвует в игре. Давайте так и сделаем. Вот я здесь вижу красную единицу, розовую единицу, фиолетовую семерку, зеленую пятерку, желтую четверку и синюю шестерку. Естественно, все это я делаю за своей ширмой. Тут важно понимать, что каждой цифры каждого цвета всего по одной. Поэтому если мы видим у кого-то, например, желтую тройку, то она уже точно не у вас. А значит, ее можно смело вычеркивать. Раунд проходит следующим образом. Ведущий игрок, а им является тот, чей маркер находится позади всех на треке, бросает 3 кубика. На кубиках изображены цветные символы, соответствующие цветам цифр. После этого вы можете по своему желанию перевернуть кубик на любую сторону, которая вам нужна. Глядя на выпавшие на кубиках символы, каждый игрок пытается предположить сумму соответствующих им цифр на своей подставке. То есть у меня сейчас выпала фиолетовая, синяя и красная грань. И вот, исходя из того, что я знаю, я должен предположить, какая сумма у меня на моей подставке фиолетовых, синих и красных цифр. Пока у меня достаточно большой разнобой. Поэтому, не знаю, я предположу какое-нибудь среднее число. Я возьму, например, 4 плюс 5 это 9 и плюс еще 4 это 13. То есть я предположу, что у меня сумма этих трех чисел равна 13.
При этом, если на кубиках выпало несколько символов одного цвета, то значит и цифру этого цвета нужно учесть столько же раз. То есть, если бы у меня выпало 2 синих, то я бы, предположив, что у меня, например, 4 синяя, я бы 4 на 2 умножил. И так далее. Допустим, как я уже сказал, исходя из своих записей, я предположил, что у меня 13. Опять же, начиная с последнего игрока на треке очков и дальше по возрастанию позиций игроков, игроки разбирают по одному диску с игрового поля. Что это и для чего нужно? На выбранном диске игрок выставляет некий диапазон, в пределах которого, по его мнению и расчетам, находится сумма ваших 3 чисел. Диски, как видите, разных размеров. У каких-то диапазон больше, а значит шанс попасть выше. У каких-то диапазон значительно меньше, но маленькие диски дают больше очков в случае правильного ответа. Я заберу себе вот этот. Когда все игроки разобрали себе диски, игроки проверяют догадки своих противников. То есть, например, мой противник предположил, что у него сумма 10. Ну и мы с моим соперником вместе проверяем сумму его чисел, вот опять же фиолетовый, голубой и красный, попал он в эту сумму или нет. Если сумма их числа действительно входит в выставленный им диапазон на диске, игрок получает столько победных очков, сколько на этом диске написано, в данном случае 3. Ну, предположим, что он действительно угадал и передвигается на 3 клетки вперед, то есть 3 победных очка он уже заработал. А если игрок не попал в этот диапазон, то игроки должны сказать ему, сумма его чисел больше или меньше выбранного диапазона. Это в большинстве случаев очень важная информация, ее полезно записать на листе. Ну, допустим, я предположил, что у меня 13, я правда не знаю, что у меня там, и мне мои игроки сказали, что на самом деле у меня там меньше. Я себе запишу, что я... Кстати, здесь очень полезно также отметить, что тут в этом раунде был фиолетовый, голубой и красный кубик. И я пишу себе, что от 11 до 15 меньше. Но вы вольны записывать, как вам удобно. Главное, чтобы вы потом сами разобрались в своих записях. Вообще, как показывает опыт сыгранных партий, чем больше вы всего записываете, тем больше у вас шансов успешно закончить партию. Вот в этой части, как я уже сказал, нужно отметить выпавшие цвета. Тут выбранный вами диапазон. А рядом записывается, больше это или меньше в итоге получилось. Или, например, вы попали в этот диапазон. Я, например, в этом случае ставил восклицательный знак. Игроки, которые в текущем раунде не смогли угадать правильный диапазон, должны один из своих жетонов цифровых положить лицом вниз, так, чтобы все его видели, в том числе и он сам, а на его место, также не глядя, он кладет новую цифру. Тем самым другие игроки могут вычеркнуть из своих записей новое число, которое они увидели, а он может вычеркнуть то число, которое только что сам вынул из своей подставки. В конце финального раунда вы должны угадать те цифры, которые стоят в вашей подставке. Для этого вы вот тут записываете для каждого цвета свое предположение. Причем, если вы уверены, вы можете записать только одно число, а если вы сомневаетесь, вы можете записать 2, а то и 3 варианта. Проблема только в том, что несмотря на то, какая из предположенных вами цифр окажется правильной, если вы написали один вариант, вы получите 5 очков. Если вы записали 2 варианта, то только 2 очка, а если 3 варианта, то 1. А если вы вообще не угадали цифру, то за это у вас отнимут 2 очка. После всех подсчетов маркеры игроков передвигаются на полученные им очки, и тот, кто набрал больше, становится победителем. В игре есть еще дополнительный режим, который называется «Высокие ставки». Там вы добавляете восьмерки и переворачиваете диски на их обратную сторону вот с такими обозначениями иксов. Дополнение «Смертельная тропа» добавляет вот такие жетоны, и игроки с ними могут рискнуть, делая ранние ставки на цифры определенного цвета, получая в конце игры удвоенные очки или удвоенные штрафы. А дополнение «Проклятие храма» с вот таким жетоном усложняет игру игроку, который первым пересек деление 7 на треке подсчета очков. Оно поощряет его за верные предположения и наоборот наказывает за неверные. У меня к этой игре по сути только одна претензия.
В попытке сделать игру яркой, визуально привлекательной и красиво оформленной, немного страдает удобство. Цифры не всегда видны, хорошо читаются, особенно издалека, на других сторонах стола. Трек маленький для подсчета очков, жетоны тоже маленькие. Я предполагаю, что дизайнеры боялись, что если они сделают игру слишком аскетичной, она отпугнет и без того накупленных игроков своей сухой механикой. Складывать суммы чисел и делать предположения. Так что будет слишком строго их судить за излишнюю пестроту. Игра-то по сути просто супер. Ну если вы в принципе любите игры на дедукцию, конечно. Тут очень много прикольных фишек. То, как игра поддерживает отстающих. Ведь именно они первыми выбирают диски, кидают кубики и переворачивают их на нужную им грань. Тут можно делать всякие умные хитрые штуки, специально выставлять на своих дисках неверный диапазон, чтобы исключить какие-то цифры. Сокращать выбор для себя будущих раундов. Можно, зная наверняка сумму чисел, схватить самый ценный 5-очковый диск и вырваться вперед от противников по треку подсчета очков. Можно перехватить у соперников из запаса жетон нужного цвета, особенно если их там мало осталось. Игра, как мне показалось, не очень сложная и в базовом режиме доступна для школьников средних классов, но при этом может приятно удивить и более взрослых игроков и обеспечить им серьезные мозговые зарубы. Так что если вы любите провести время в компании с друзьями и родными за интересными умными настольными играми, добро пожаловать в игру «Ход змея».